Всем привет, меня зовут Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом видео я покажу, как сделать классическое колье из жемчуга через узелок. Для работы нам понадобится жемчуг Сваровски, я взяла 8 мм. Нитка у меня гриффин. Инструменты. Завязывать узелки между бусинами можно обычными круглогубцами, а можно специальными модными инструментами, которые называются кноттер. Нитку мы используем специально для нанизывания жемчуга. На этой нити на конце уже есть игла, причем игла такая странная, гибкая, тонкая, как будто бы проволока. Вот на нее мы и будем все нанизывать. Сматываем нитку с катушки. На конец этой нити мы должны прикрепить фурнитуру, которой потом прикрепим замочек. Это называется колод. Вставляем нитку в отверстие. Чуть-чуть протягиваем вперед и завязываем узел. И этот узел останется внутри, между ракушек, и не даст нитке выскочить обратно. Можно, кстати, сделать два, чтобы прям было наверняка. А чтобы узел был еще более надежным и крепким, мы используем клей для текстиля. Я взяла Химлайн, но можно взять любой клей, можно даже взять и не для текстиля клей. Клей я люблю брать зубочисткой. Подложите какую-нибудь бумажку, чтобы не испачкать рабочее пространство. Набираем клей. Вот видите, как хорошо, что мы подложили бумажку. Берем клей и проклеиваем этот узелок. Все, теперь он точно не развяжется. Прям вот железобетонно. Надеваем колод на узелок и возвращаемся в обратную сторону. Теперь берем инструмент, плоскогубцы, круглогубцы, что у вас оказалось под рукой, закусываем фурнитуру таким образом, чтобы узелок оказался внутри. Все, у нас все теперь надежно страхуется. Теперь мы просто отрезаем короткий конец нити и начинаем нанизывать жемчуг. Я бы сделала узелок, чтобы жемчужина не дотрагивалась до фурнитуры. Узелок мы делаем таким образом. Просто обводим вокруг пальца, вытаскиваем нитку. Узелок нужно затянуть так, чтобы он был вплотную к фурнитуре. В этом нам помогут круглогубцы. Мы хватаем круглогубцами ниточку у самого основания и подтягиваем узелок туда. Вот он получился прямо здесь, около основания. Теперь мы берем жемчужину, берем иголочку и нанизываем жемчужину на нитку. Проводим до самого конца. И дальше все то же самое. Завязываем узелок и помогаем себе инструментом затянуть узел вплотную к бусине. Прям вот так вот цепляемся, держим и затягиваем. И пальчиками туда его, опа. И повторили столько раз, сколько нужно. Если вы работаете с жемчугом Сваровски, то на некоторых отверстиях могут быть вот такие наплывы краски. Вам поможет инструмент, который называется расширитель отверстий. Вы вставляете его в жемчужинку и вот так вот туда-сюда, вжик-вжик-вжик, и отверстие становится, видите, больше и симпатичнее. То же самое можно делать с натуральным жемчугом. Если у вас он очень маленький и отверстия очень маленькие, то можно их чуть-чуть расширить с помощью вот такого вот приспособления. Помимо круглогубцев, узелки можно завязывать и специальным инструментом – кноттером. Сейчас я покажу, как им пользоваться. У кноттера есть вилочка и иголочка. Все на самом деле очень просто. Мы вставляем бусину я забыла, как это делать. Алин, ты не помнишь? Сейчас мы посмотрим. Ну-ка попробуем. Это сюда. Что тут в инструкции?
Это не мой инструмент, все, я отказываюсь с ним работать. Вот, как получается, большая длинная нитка. Но все-таки не дает он мне покоя. А позови Лену, может быть, она знает, как это сделать. Крэк, спэк, шмэкс, Лен, помоги, а? Покажи, как ей пользоваться. Ты сказала, что ты умеешь. Давай, может быть, до меня дойдет, потому что я посмотрела ролик, я прочитала инструкцию. Нет, я научилась, у меня все получилось. Но это занимает так много времени, что я прям не понимаю, зачем. Давай его реабилитируем. Попробуем. Давай. Подтягиваем, затягиваем, надеваем на рога и тын-тын-тын. Плавно подтягиваем. Получилось? Ну да. Ура! Теперь мы можем научить, как пользоваться этим инструментом. Делаем узелок воздушный. Цепляем иголочкой вот сюда. Вот так. Опа. Затягиваем узел. Подтягиваем к игле. Надеваем на рога. Подтягиваем еще сильнее. И вот эту вот штучку-дрючку вот так вот пальчиком наверх поднимаем аккуратненько. И соскальзываем. Получился узелок. Когда мы сделали нитку жемчуга нужной длины, мы прикрепляем замочек точно так же, как мы делали в самом начале. Берем колод, продеваем нить через отверстие, подтягиваем его до конца и завязываем узелочек. Уже вот вы знаете прям, как это делать. Делаем петельку, цепляемся там у основания и затягиваем вот так, вплотную. И для надежности повторяем еще разок-другой. Теперь мы отрезаем кончик близко-близко. И для надежности проклеиваем здесь клеем, чтобы ничего не развязалось. Зажимаем колод. Теперь остается самая малость – приделать замочек. Берем инструменты, открываем колечко. Надеваем на колод, надеваем замочек, закрываем колечко, и то же самое с другой стороны. Открываем кольцо, надеваем и закрываем. Вот так вот получилась красота. Кстати, мы использовали жемчуг Сваровски 8 мм, а если вы, например, сделаете градиент размеров и пойдете от шестерочки через восьмерочку к десяточке, у вас получится вот такое вот украшение, которое, видите, слегка расширяется к низу. Очень красиво. Или можно взять нить контрастного цвета и с белым жемчугом использовать черную нитку. Посмотрите, как интересно, какой интересный эффект получается. Вот такая красота получилась. Жемчуга богатства. Делайте украшения, украшайте себя, подружек и весь мир вокруг. Блестите, сияйте. Всем пока. И следующий кадр. Ролик начнется после рекламы. Ай, колючий, больно. Ай, он мне палец пить.